Те, кто подписан на меня в телеграм-канале, наверняка в курсе, что я истинный фанат редких запчастей на мой пепелац семейства Самары. Но видео не об этом. В очередной раз, снимая видео, как я ворую запчасти с мусорки, в объектив попал интересный экземпляр. Это Subaru Leon третьего поколения. Отец пригнал его из другого города, чтобы в дальнейшем использовать ее как рабочую. Но его планы изменились, и он решил отдать ее мне. Со слов предыдущего владельца, сопливит насос гидроусилителя. Жидкость ГУР – вещь недешевая, поэтому он забил и подливал туда тормозуху. Тормозная жидкость, я считаю, еще больше усугубила ситуацию и сожрала остатки резиновых уплотнителей. Плюсом ко всему, мне не очень нравилась работа карбюратора, и я предположила, что туда 100 лет никто не лазил, и решила разобрать, почистить. Ремкомплект, к сожалению, уже нереально найти на Hitachi. Он растворился во времени. Ремня ГРМ у этого оппозитника нет, ввиду того, что тут использована устаревшая система привода ГРМ OHV, где для передачи крутящего момента используются зубчатые колеса. Но не буду цитировать Википедию. Для меня эта особенность показалась интересной, ибо такое видела только на страницах учебника 80-х годов. Для начала был снят бачок гидроусилителя. Естественно, не обойдется без колхоза, которого тут хоть добавляй. Приводной ремень был слишком длинный, из-за чего, когда генератор был вытянут на максимум, не соблюдались правила натяжения, и он просто висел. Снимая нужные детали, я вспомнила, что значит повернуть руку в 10 местах, чтобы подлезть. Но благо я ограничилась снятием крышки распределителя, чтобы подлезть к гайкам спереди карбюратора. После снятия карбюратора у меня появился доступ к насосу гидроусилителя, а точнее к кронштейну, на котором расположен насос. Дербанить я его буду уже после демонтажа. 2 болта открутились без проблем, но третий был расположен очень близко к насосу, из-за чего головка в связи со своей толщиной стенок туда не залезет. Благо, производитель запихал туда еще и торакс, который я не очень люблю, поскольку его легко слезать. А значит, срывать и откручивать нужно очень аккуратно.
После снятия гура с кронштейном открылась неописуемая картина маслом. Открывшуюся поверхность я решила почистить, чтобы обнулить прогресс утечек. На чистом лучше видно, откуда будет течь. Но если вдруг. Счищаю крупную грязь. Снимаю шкив гидрача. Опять убираю весь кал, чтобы было приятнее хвататься за него. Отделяю кронштейн от насоса. Скручиваю 4 болта из корпуса гура. После разделения на две части передо мной предстали внутренности во всей красе. Сразу убрала все пластины ротора, чтобы не потерять. Вынимаю стопорное кольцо и снимаю ротор. Спустя многочисленные попытки мне удалось вытащить сальник. Теперь достаю статор и пластину. Продуваю все карб-клинером. Собираю обратно, попутно меняя резиновые уплотнения.
Для придания эстетического вида покрыла корпус лаком. Счищаю рыжики со шкива. Пятилетняя смывка краски, а точнее оставшийся осадок, неплохо управился со своей задачей, хоть и не с первого раза. Для привлекательности покрасила кронштейн. Напоследок к ним присоединился еще и бачок гура. Чтобы располовинить карбюратор, я открутила винт планки и 4 винта, соединяющих два корпуса. Неудачно выкрутила датчик холостого хода. Два медных волоска, что держали провода у основания датчика, оборвались. Когда я вижу грязь, гравер сам лезет мне в руку, чтобы почистить. Вы еще не раз увидите в рандомный момент гравер у меня в руках. Так, смотрим диффузор вторичной камеры. Вообще, насколько знаю, тут должен быть резиновый уплотнитель. Тут его нету. Ну и вот такая вот втулка металлическая, которая его, можно сказать, стопорит. Демонтирую ось. Тут он сам поплавок. Его можно пока отложить. Так, а теперь отсюда достаем игольчатый клапан. Ну, вообще, износ ногтем не чувствуется. Я вот это хочу выкрутить и достать. Там должен быть сетчатый фильтр, по идее. Только мне сейчас надо где-то еще отвертку найти. Короче, вот нашла какую-то хрень, блин. У меня такой отвертки просто нет. А, нормально все. Ужас. Какая грязная сеточка просто. Ох ты. Сколько грязи и накипи.
Явно стало почище, чем было. Вся грязь практически выдулась. Если туда посмотреть, видно кружочек вот такой вот. Это кружочек грязи. Так, видно, что какой-никакой результат от мойки имеется. Теперь, когда я все тут почистила, можно приступать к обратной сборке. Вновь откручиваю винты и снимаю самодельный стопорник пневмопривода со вторичной камеры. Все прочищаю и можно понемногу собирать обратно. Прокладки реально найти, но цена кусается, поэтому вырезаю из паранита что-то похожее. Теперь беру поршенек ускорительного насоса, устанавливаю, а с другой стороны пыльничек, вот такой вот манжетка. Теперь находим шарик. Шарик у нас сюда вот на месте встал. А тут станет вот таким вот образом возвратная пружина. И сверху это все накроется поршеньком ускорительного насоса. Так, вот эти оставшиеся элементы, они уже будут устанавливаться снаружи. То есть я могу сейчас, по сути, накрыть верхнюю часть и потом. Прокладка вырезана крайне неаккуратно. Потому что одно дело, если бы у меня была бы тут оригинальная прокладка. У меня уже была тут самоделка. То есть самодельно вырезали прокладку. И мне приходилось, то есть, делать копию на копию.
Но на этом работа с Hitachi не закончилась. Проблема была в том, что практически у всех оснований провода перетерлись, и контакт держался в лучшем случае на нескольких волосинках медного провода. И вот теперь я уже займусь своим любимым занятием — электрикой. Я тут немножко закупилась. Усадочка. Приспособа для обжимки клемм. Я не купила соединительные клеммки, но я буду сажать на пайку. Тут у меня есть возможность пропаять соединение. С проводкой мне нравится копаться, именно поэтому во мне заиграла мотивация исправить ситуацию. Замыкать будет. Паяльщик из меня, конечно, хреновый, но главное, чтобы хорошо держалась. Немножечко паяльной кислоты. Helikopter, helikopter. Красненький проводок вот этот, он должен идти вот сюда. Часть соединения у меня просто отломилась из того, что ее разогнуло. Тут сидело все на пайке. Поэтому мне пришлось вот тут просверлить отверстие. Хотела припаяться к 3 жилкам остатка провода, но после неудачи стала рыть глубже. Мне пришлось преодолеть очень толстый слой. Тут провод был припаян туда вот к донышку. Осталось сюда какого-нибудь герметика наложить.
Вот так выглядит старый разъем. К сожалению, подобного не нашла, но зато я купила сразу в сборе и папу, и маму. Ставлю карбюратор на место. Вслед за ним и Гур. Не хочу, конечно, хвастаться, но это, пожалуй, одна из моих лучших покрасок. Несмотря на то, что все сделано через жопу.
Итак, это ответный разъем карбюратора. Маму на самом корабе я поменяла. Этот разъем идет к следующему разъему побольше. И мне нужно было достать те два пина, которые шли на карб. В качестве примера я откусила один пин, чтобы не заниматься наращиванием проводов. Ну и чтобы не томить, сразу спойлер, я так и не смогла найти что-то похожее. Плюсом этот пин, я его где-то вообще потеряла, и пришлось покупать разъем на замену. Подготовила новый разъем и иду припаивать. Несмотря на то, что в разъем заходит много проводов, в ответной части выходит только 4. Подобрала ремень по номеру кузова и поставила. После той бадьи, что устроил внутри системы гидроусилителя предыдущий владелец, надо промыть систему. Заливать на этом этапе жидкость ГУРа мне показалось дороговато, поэтому временно в качестве промывки залила имеющуюся у меня АТФ-ку. Типичная процедура замены свечей. Перенастраивать карбюратор после своей недопереборки полностью не стало из-за отсутствия времени и элементарного тахометра. Только немного уронила обороты, чтобы не орал как ошпаренный. За время работы с этим автомобилем, за время вождения на нем, я для себя поняла, что мне очень нравятся квадратные и угловатые формы. Поэтому мне и понравилась концепция универсала, именно в исполнении Леона. От этого автомобиля веет своим вайбом.